Привет, котовчане! Сегодня поговорим на необычную для канала тему, хотя многие из вас, кто сидит в телеграм-канале, положительно оценили идею на эту самую тему поговорить. Короче, мы живем в сложном мире. И дай бог, чтобы все вы были здоровы и у вас не было проблем с руками, ногами, органами чувств и прочее. Но есть люди, которым не повезло. У нас в СНГ их принято называть просто инвалиды, мы их так называем в быту, либо более официально это лица с ограниченными возможностями, хотя более политкорректный термин — лица с дополнительными потребностями, которые, как мне кажется, отражают их состояние более правильно. Я сегодня предлагаю обсудить довольно сложную, но интересную тему. Вот есть безбарьерная среда где-нибудь. Далеко, она точно есть, да. Есть всякие саппорт-штуки, которые помогают людям с доп-потребностями успешно работать на вполне обычных работах, всякие там протезы и прочее. Но на этом канале мы обсуждаем видеоигры. И я решил погрузиться в эту тему, чтобы изучить, как люди с доп-потребностями могут играть в видеоигры, в частности, конечно, в ММО, игры, на чем этот канал в целом и специализируется, ну и в другие в том числе. Посмотрим, как сообщество модифицирует игры, делает их более доступными, а также каким образом сами разрабы адаптируют свои проекты. На примерах крупнейших MMORPG, естественно, и не только. Но перед началом важная ремарка. Я не эксперт в этой теме. У меня достаточно хорошее здоровье, на месте руки-ноги, я хорошо вижу и слышу, с этой точки зрения мне повезло. И ролик сегодня в первую очередь сделан для популяризации вопроса, ознакомления с настолько сложной, опять же, интересной темой. В общем, в рамках такого общего ознакомления и, возможно, некой консультации, кому это нужно. Этот ролик призван показать, что даже если, ну не дай бог, с вами что-то случится, вы сможете продолжить играть в ваши любимые видеоигры. И в целом видеоигры — одно из самых удобных и адаптируемых хобби для людей с дополнительными потребностями. Также я хотел бы воздержаться от дурацких шуток, и вас призываю воздержаться. Не до Петросяны сразу отправиться в бан. Ну и начинаем мы сразу после кратенького слова спонсора. Если вы хотите поиграть бесплатно в World of Warcraft, но пинать бедного Артаса вам уже надоело, то рекомендую сервер Legion на базе проекта UWoW. Лучшее дополнение, по мнению игроков, с небольшим количеством кастомных изменений, таких как актуализация старых данжей в системе Mythic+, переработка и перебалансировка системы аффиксов, обновление рейда Изумрудный Кошмар и еще много интересного ожидает вас в будущем. Все это на базе Legion, легендарного дополнения, где вас ждет путешествие на расколотые острова гробницы Саргераса, система артефактного оружия, классовые оплоты, а также максимально эпичный и годный сюжет. UWoW существует уже 12 лет, это стабильный и надежный проект. Играй в Легион бесплатно на UWoW по ссылке в описании. Итак, сперва разберемся, как именно людям с инвалидностью удается играть, проходить и даже стримить видеоигры, MMORPG и другие жанры. Начать стоит с такого дедовского способа и одного из самых распространенных — это помощь друзей. Иногда друзья выступают такими штурманами, сидят возле игрока и направляют его, либо дают описание того, что происходит в виртуальном мире. Такой способ был распространен и доступен еще во времена наших дедов. В нынешнее же время высоких технологий, на помощь слепым людям пришел Discord. К примеру, если откроете канал парня под ником Blindy Playing Games, увидите, как он играет в World of Warcraft без монитора. Самого стримера зовут Джеймс, он играет в WoW еще с Burning Crusade, но в 2014 году из-за врожденного заболевания полностью потерял зрение. Однако он смог вернуться в игру сравнительно недавно, на БФА, в битве за Азерот. На его Twitch-трансляциях он закрывает Mythic+, арену, бегает в рейды и в целом данжи в World of Warcraft при помощи пати своих друзей, которые его направляют. Также он прекрасно освоил слепую печать, поэтому никаких специальных девайсов он не использует, лишь старые добрые клава и мышь от Logitech и качественные наушники. По понятным причинам в основном он исполняет роль хиллера, а не заблудиться в подземельях ему помогает функция преследования игрока. Да, не обошлось и без аддонов. О них мы подробно поговорим в другом сегменте, но сперва о том, что использует сам Джеймс. Существует аддон Audio QS. Привязан к некоторым параметрам внутри игры, а именно создает нумерацию игроков в пати Джеймса и оповещает его, когда у кого-то из них качается здоровье. Работает следующим образом. Цифра 1 привязана к здоровью самого игрока, а от 2 до 5 к его сопартийцам. Если у кого-то из них здоровье становится ниже 90%, аддон произносит нужную цифру. И чем меньше здоровья, тем чаще звучит цифра игрока. Для выбора цели хила Джеймс использует клавиши от F1 до F5 соответственно. Также есть звуковое оповещение
оповещение об откате хиллерского скилла. Причем на ДД Джеймс играть тоже умеет, но считает, что быть хиллером в команде немножко увлекательнее. Причем он играет с друзьями не только в World of Warcraft. На канале Джеймса есть и трансляции по Overwatch. Один из напарников направляет его при помощи стрельбы под ноги персонажа, а в самой заварушке Джеймс ставит турель, играя за Торбьорна, и стреляет в сторону звуков, шагов или выстрелов. И благо с обилием звуков у Близов все в порядке. Также он, например, проходил Resident Evil 6 при помощи подруги, которая через Discord выступала ему штурманом. Собственно, опять же, используя вот этот самый дедовский метод. И чтобы не уходить далеко от темы аддонов, давайте разберем, какие еще аддоны сообщество геймеров успело выпустить на тот же World of Warcraft. Довольно популярным, если верить форуму MMO Champions, аддоном является Blind Slash, в работе которому помогает Console Port. Этот аддон озвучивает кнопки в меню, 20%, 30%, 20%, дает звук каждому скиллу, озвучивает выбранную цель и имеет звуковые маркеры на карте. И насколько я понял, игрок выбирает маршрут к цели, а программа выстраивает по нему звуковое направление, примерно как при использовании навигатора в Google картах. Клепается вся эта система руками игроков, и под изучение слепым и слабовидящим людям доступно только 20 или 30% от всей игры. Во всяком случае, такое состояние было на феврале этого года. Если вы умеете в программировании аддонов, знаете карту World of Warcraft как свои 5 пальцев и желаете помочь собрать им по игре, то команда разработчиков с радостью примет вашу помощь. Схожими свойствами, но без манипуляций с картой, обладает и аддон под названием SKU, ну или просто SKU. Он озвучивает все происходящее в игре и позволяет незрячим играть без привлечения других игроков. Для слепых игроков необходимы и различные скринридеры, которые работают схожим образом, то есть озвучивают надписи на экране. В винде по умолчанию для этого есть, например, экранный диктор, но куда как более качественный и продуманный считается Non-Visual Desktop Access, она же NVDA. Экранный диктор уровень заголовка 1. Как раз эта программка позволяет полноценно пользоваться браузером и даже работать в Excel, например. Но, тем не менее, это все пользовательские решения. Возникает вопрос, а есть ли игры, нативно поддерживающие какие-то системы для слепых или слабовидящих? Ответ – да, конечно, есть. Их великое множество. Более того, есть даже целые игры, которые сделаны специально, например, для слепых людей. Например, мобильный RPG-экшен про слепого рыцаря A Blind Legends, где целые комбо можно крутить, понять которые можно только на основе звуков. Но есть и, конечно, полные детальных звуков в The Last of Us, особенно вторая часть, которую незрячий человек может пройти на платину чисто при помощи широкого арсенала внутренних настроек. Или, например, есть целый жанр файтингов. Особенно в сообществе, например, полностью слепых или просто слабовидящих людей ценятся игры от NetherRealm, то бишь серия Mortal Kombat или Injustice, где действие происходит в двухмерном мире, управление само по себе простое, а буквально каждое действие сопровождается характерным вздохом персонажа, шарканьем по земле или чем-то таким. Даже эффективность добивания можно оценить по одним только звукам. Но прикол в том, что есть целое ММО для слепых. Точнее, есть 2 MMORPG и целый один выживач. Но это то, что лично нам удалось найти. Если есть чем дополнить, милости прошу в комментариях. По-настоящему интересным проектом выглядит Mist World. Из плюсов — это полноценный, чисто классический опыт MMORPG. Игрок может стать солдатом, орком, ассасином, магом, охотником, эльфом, священником или колдуном. И да, орки и эльфы — это в игре такие отдельные расовые классы. Сражаться же предстоит против различных зверюк, демонюк, спасая мир тумана. И да, у игры совершенно отсутствует графическая оболочка, она работает исключительно по звуку, что создает довольно любопытный экспириенс. В игре есть открытый мир, в котором персонажи могут объединяться в гильдии или группы, вместе изучать мир или ходить в рейды. Даже есть целая PvP-арена, где можно сражаться раз на раз или командами. Помимо классических боевых активностей есть и добыча ресурсов, рыбалка, механика свадеб, механика обучения у других игроков. У игры есть свой персональный лор с богами, фантастическими зверями, демонами, богами тумана, королевствами и прочим-прочим. Все пересказывать часового ролика не хватит, на официальном сайте игры лор на 2000 лет расписан, сценаристу, что называется, платили не зря. И, в общем-то, история и текст — это главный способ погрузить игрока в фэнтезийный мир. Графики у игры нет. В целом графической оболочки нет, есть только черный экран и огромная масса звуков. Это и звуки о приближении к объекту, и имена игроков, и чаты, различные спеллы. В общем, поиграть в такое может стать, настоящим челленджем. Из минусов — игра без русского языка, соответственно, поэтому помимо обилия звуковых сигналов и описательных частей придется еще свыкаться с языковым барьером. Однако тут на помощь придут, наверное, уже какие-то синхронные нейропереводчики или что-то типа того. Ну или просто
подучить английский, почему бы и нет. Короче, информации по разработке, по ее онлайну найти особо не удалось, но проект все еще поддерживается. Плюс, не знаю как вам, а по рассказам слепого ютубера Тони Гепхарда, игра по-настоящему удивительна, потому что предельно доступна для людей с проблемным зрением. И, к слову, сам Тони пишет и выпускает музыку, на гитаре он лобает просто очешуительно, не каждый, что называется, зрячий так может, и от него же удалось узнать и о другом многопользовательском проекте для слепых Survive the Wild. Это уже более классический выживач в духе Rust. Изначально ее вообще делал один школьник еще в 2014 году, но со временем она стала полноценным таким опытом Rust для слепых и слабовидящих. Здесь тебе и охота, и арена, и крафт, и объединение в группы, и добыча ресурсов, все это в открытом мире. Транспорт есть, строительство есть, и поддержка у игры есть, и онлайн пусть небольшой, но опять же есть. На момент написания сценария в игре было 74 игрока, если верить официальному сайту игры. Немного, но тем не менее. И продолжая тему ролевого жанра, в 2018 году таки добралась до релиза A Hero Call. Аудиоигра, работающая по тому же принципу, что и прошлые две, но в этот раз у нас тут этакий Dragon Age, или скорее классический Baldur's Gate с бюджетом в тарелку бутербродов. Если не вдаваться в подробности, игровой мир на 17 разных локаций с более чем 4 десятками квестовых персонажей, пошаговая боевая система, перспектива от первого лица, компаньоны с пачкой до 4 персонажей, билдостроение по 6 классам, менеджмент характеристик. По интересным особенностям для, собственно, слабовидящих или слепых людей в игре, это механика радара, позволяющая быстрее находить цель и понимать, сколько до нее еще топать. И также очень полезно, что неписи дают понять, что с ними можно разговаривать лишь когда персонаж подходит к ним достаточно близко. В общем, опыт очень иммерсивный и подойдет даже тем, кто просто хочет пощупать необычную ролевую игру. Окей, как в целом выкручиваются люди с дополнительными потребностями, мы поняли, как им помогает сообщество, мы тоже теперь знаем. Но что на стороне разработчиков? Давайте пройдемся по самым крупным ММОшкам и в целом проектам и посмотрим, какой имеет наибольшую популярность и любовь у людей с, например, проблемным зрением. Хотя сперва нужно обозначить, что никто из разработчиков не делает такой богатый инструментарий с озвучкой, маркерами, как было расписано выше. Разрабы могут предусмотреть только какой-то инструментарий, дающий игрокам возможность настроить игру под себя. И, пожалуй, самым гибким в этом плане все же будет World of Warcraft. В первую очередь, благодаря доступности в разработке аддонов на игру, но и в том числе встроенных настроек там тоже хватает. К примеру, ютубер Кефас полностью ослеп на один глаз, а вторым видит только в небольшом радиусе перед собой, но продолжает играть в World of Warcraft, которому посвятил уже 18 лет своей жизни. С его инвалидностью ему сложно следить за указателем мыши, панелями способностей, картой, списком баффов и дебаффов и прочей обильной визуальной информации. Поэтому при игре он использует контроллер и аддон Console Port, который я уже сегодня упоминал. По консольной раскладке скиллов разбираться ему гораздо легче, кроме того, он использует макросы и скрипты для упрощения ротации. Благодаря недавно добавленной в системе соратников подземелья, через которую зачищать данжи теперь можно с ботами, Кефас может экспериментировать с билдами, не доставляя неудобства другим игрокам. В своих роликах на канале он говорит, что за последнее время игра World of Warcraft человеку с его инвалидностью стала гораздо удобнее в сравнении с тем, как ощущалось на каких-то там ранних патчах. И в последнее время можно считать года этак с 2015-го, наверное, когда в патче 6.1 ввели настраиваемый интерфейс для игроков с дальтонизмом, то есть с затрудненным восприятием цветов, а также настройка дублировать цвет текстом помогает при выполнении некоторых квестов, где цветом подчеркнута важная информация. Если у игрока включена опция дублирования цвета текстом, то в подсказки для предметов будут добавлены слова редкий, эпический, для тех игроков, у которых возникают трудности с различием дружественных, нейтральных там или враждебных персонажей, в подсказке при наведении указателя на таких персонажей добавляется соответствующий текст. В более поздних патчах стало возможно настраивать свой интерфейс под личные нужды, опять же, что крайне необходимо для людей со слабым зрением, да и поддержку геймпадов с недавним патчем значительно апнули, позволив комбить его с мышкой в единой схеме управления. И, кстати, о случае с Джеймсом, где человека ведет его группа. В WoW существуют целые гильдии для игроков с проблемами со зрением. Ну и из разряда мелочи приятно, недавно введен режим, например, для арахнофобов, благодаря которому пауки в игре заменяются на крабов. Все равно жуткие твари, но тут уже называется адепты грязекрабов из болот Мимадзаки, меня поймут.
Другой очень дружелюбный для слабовидящих игроков MMORPG называют Final Fantasy XIV. Хотя, по мнению обзорщика из статьи, по крайней мере, 2020 года, в игре довольно скудное меню опций из этих самых специальных возможностей, зато в других разделах возможностей и настройки предоставляется достаточно. Тут и параметры изменения размера интерфейса, и увеличения размера шрифтов, и возможность увеличить интерфейс до 140%, в том числе увеличить можно и размер курсора. Также обзорчик выделил параметр освещения персонажей, благодаря которому персонажей на экране будет легче разглядеть среди всего окружения. Также он отнес к плюсам обилие визуальных подсказок, полное отсутствие необходимости в какой-то точности прицеливания условно. Пространства в игре хоть и широкие, но ты в них не заблудишься, а камера может отдаляться или приближаться достаточно для комфортной игры. Единственный дискомфорт разве что из-за обилия текста. В остальном же игра показалась неплохим выбором для слабовидящего человека. И, например, сайт EIP Gaming выставил FF14 в свой топ-10 игр для незрячих и слабовидящих игроков, и она была единственной MMORPG в подборке 23 года. Опять же, немного предвзято, потому что, как мы выяснили, WoW с этой точки зрения работает гораздо лучше, но главным плюсом сайт же выделил у финалки фишку крайне гибкие настройки интерфейса. Еще, к слову, уже знакомый вам Кефас на Reddit посвятил целое любовное письмо финалке 14 в 2021 году за возможность проходить подземелья с ботами и за возможность играть с геймпадом. Причем в финалке он играл в основном на DPS-ах и временами танком. На момент написания поста учился играть еще и за хиллера. Короче, финалка 14 тоже неплохой вариант. Во многим любимой все еще актуальной ТСОшечке дела в целом тоже неплохо. От разработчиков не есть изменение размера текста, масштабирование интерфейса, окон и чата, и также как WoW можно настроить цвет чата, боя, внутриигровых надписей, и также геймпад использовать, разумеется, никто не запрещает. Плюс есть помощь в прицеливании, что также повышает доступность игры. По фанатским улучшениям аддон FCO Accessibility. Работает он уже по знакомому нам принципу, он читает чат, зачитывает важную информацию и упрощает навигацию. По мнению разработчиков аддона, SO все еще сложно назвать доступной для слабовидящих из-за слабо настраиваемого и неудобного диалогового окна, поэтому, разрабам и комьюнити еще есть к чему стремиться. А вот в какой из крупных ММО все плохо, так это в Guild Wars 2. На одном из форумов в 2021 еще году пользователь под ником Ня поделился своим мнением. Он является слабовидящим, но обожает видеоигры, и в частности GW2 считает великолепной, но чертовски недоступной. Из хорошего — великолепная озвучка диалогов, из плохого — все остальное. Самый крупный шрифт игры он считает слишком мелким, чтобы его мог различить человек с проблемами по зрению. Настройки цветов, размеров интерфейса или каких-то реальных специальных возможностей в игре тоже нет. Увы и ах, и придется еще, много подождать, либо уйти в игры конкурентов. И резюмируя тот факт, что даже при полной потере зрения люди ищут способ играть не просто в MMORPG, а в свои любимые MMORPG, это, скажем так, говорит о том, насколько же по-настоящему большое и разнообразное наше с вами комьюнити. Помимо проблем со зрением, бывают и проблемы со слухом. На этом прям долго останавливаться не будем, скажу лишь, что во всех ММО, как таковых, да и в целом играх, есть, разумеется, субтитры. В ММО обычно есть показ цифр урона лечения, есть куча аддонов и функций, которые позволяют показывать и кастомизировать любое уведомление на экране в самых разных видах и формах. В том числе, например, в WoW есть возможность голос переводить в текст. Такая же фишка есть, например, в Дискорде. С помощью ботов вы можете подключить функцию Speech to Text, которая будет переводить голос в текст, что опять же может быть полезно и удобно в каких-то подземельях или рейдах, когда объясняешь тактику. Аналогом может выступить Google Live Transcript, Microsoft Dictate, Otter AI, либо в некоторых играх есть визуализатор звуков. Например, в Fortnite есть визуализатор, который показывает, с какой стороны слышны шаги или стрельба. Или в том же Last of Us есть тоже нечто подобное. В ММО с подобным сложнее, но в ММО, собственно, это просто по-другому конфигурируется все. Еще такой момент, когда у человека нарушена координация движений, например, отсутствуют конечности. В общем, он не может нажимать на кнопки, как обычный игрок. И для таких людей, конечно, тоже достаточно возможностей для игр. Тут это все решается, как правило, правильными девайсами. Например, есть такой стример Свифти, легенда мира Варкрафта. У него, к примеру, нет пальца, конкретно мизинца. Скажем так, очень важный палец в MMORPG. И из-за этого он играет не на стандартной клавиатуре, а использует так называемый кейпад. В чем прикол всего девайса? Во-первых, у него есть джойстик, который заменяет необходимость сжать WASD. Вы просто большим пальцем юзаете этот грибок и управляете движением персонажа. А остальные кнопки у вас остаются свободны, и вы легко можете перемакросить необходимые клавиши под те кнопки, до которых у вас без проблем дотягиваются пальцы. Штука удобная, в том числе в повседневном гейминге, и особенно полезна для людей с неполным набором пальцев.
Помимо этого, очень рекомендую, вот прям очень рекомендую приобрести себе многокнопочную крысу. Я с такой просто не расстаюсь, хотя проблем с пальцами или руками не имею, но это просто удобно. Из моделей побюджетнее очень долго юзал Redragon Impact, но они прям ломучие, хотя и достаточно дешевые. Из средних моделей очень качественная это Logitech G600, но она напрямую не продается, ее приходится заказывать. Но оно того стоит, очень качественный девайс. Ну и совсем по классике, это, конечно, Razer Naga. Есть Razer Naga Trinity со сменными модулями, имхо бесполезная штука, берите классическую. Ну или можете поискать другие модели, где меньше кнопок, либо наоборот больше. Эти кнопки по-разному раскинуты, но я вот рекомендую именно эти три модели. Сам сейчас лично сижу на Razer Naga, так как мой третий Redragon Impact умер самурайской смертью. Смысл в том, что все три мыши позволяют повесить под твою правую руку десяток доп. Функций. Я в основном юзаю для панели скиллов, также юзаю для работы в редакторах типа Photoshop или DaVinci, и еще под Unreal затачиваю помаленьку. Через внутреннюю софтину ты можешь назначить на эти кнопки любую кнопку с клава мыши, прописать макросы, если тебе надо прожимать сразу несколько кнопок одновременно, или, например, с небольшой задержкой, которую тоже можно выставлять в софтинах. Правда, будьте аккуратны и не злоупотребляйте, многие игры не любят сторонние макросы. И подобные два девайса дают реально отличный результат и улучшенный контроль. Будете вы их юзать вместе или по отдельности, дело уже следующее. При этом, если у вас, например, вообще нет возможности нажимать кнопки руками, у вас там нет рук или они, например, парализованы, можно использовать вот такой вот девайс. Это Xbox Adaptive Controller. Это не типичный геймпад, это именно платформа. В комплекте идет база и специальные наборы клавиш. Они вроде покупаются отдельно, проверяйте внимательно, хотя те же Logitech, насколько мне известно, поставляют вместе с клавишами уже в комплекте. У этой базы есть две огромные кнопки, которые имитируют нажатие клавиш А и Б. Есть D-пад, кнопки меню и профиля, как на обычных геймпадах, два USB-порта для подключения внешних стиков и куча выходов, то есть куча гнезд, которые отвечают за определенные кнопки. Ну, там еще порт для наушников и доп. USB. Короче, главная философия этого контроллера — брата в беде не бросим, управление ему грамотно заколхозим. К этой базе вы можете подключать внешние стики, внешние кнопки, которые будут работать именно отдельно, и вы можете на них нажимать вне платформы, теми, например, частями тела, которые вам доступны. Плюс еще один момент, почти все обзоры нормальные на этот девайс довольно старые, скорее всего он уже за это время тоже был прокачан, так что глядите сами. Но эта задумка тоже любопытная, я напомню, что вы можете играть с геймпадом без проблем во многие ММО, например, WoW с аддоном Console Port, или даже без него в теории. Elder Scrolls Online нативно под геймпад заточена, та же Финалка 14 также сделана под геймпады и консоли в целом. И знаете, меня радует, что разрабы крупных игр всего жанра знают о таких игроках и создают необходимые условия, чтобы даже с их доп. Потребностями люди могли возвращаться в любимые миры. Но больше меня радуют те неравнодушные игроки, которые работают над аддонами, которые, ну, куда как сильнее помогают игрокам. Хотя даже не обязательно быть программистом, чтобы помогать товарищу погружаться в онлайн-миры. Система друга штурмана стара как мир, она все еще актуальна и, пожалуй, является самой душевной, что ли. И даже она развивается, как мы видим на примерах трансляции Джеймса из Blondie Playing Games. Если у вас есть похожие истории, обязательно делитесь ими в комментариях, почитаем с удовольствием. Развитие доступности в играх для людей с доп. Потребностью — это реальная инклюзивность, к которой индустрия и должна стремиться. А на сегодня все. Берегите, что называется, себя и своих близких. Большое спасибо за просмотр. И обязательно перешлите это видео друзьям, так сказать, для актуализации проблемы, а то эта тема не слишком популярна ни у нас, да даже и на Западе не то чтобы сильно. Спасибо большое за просмотр. Отдельно благодарю всех, кто поддерживает канал финансово на Бусти и Патреоне. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. До скорых встреч. Пока.